Всем привет! Едем на рыбалку в Карелию. В конце видео смотрите результаты розыгрыша катушки, как я обещал, Даева, шеститысячник для хэвика, для речного, прям вообще катушка огонь. И смотрите новый розыгрыш. Ну что, всем очередной рыболов привет! И сегодня мы едем в Карелию. Все, мы прибыли в точку отправления в неизвестность. Красота, лес. Сейчас на этом катере мы рванем. А вы будете рыбачить? Да, будем рыбачить. Рванем туда, где дикая дичь. Там мы будем жить несколько дней. Красота. Ну что, все готовы? Всегда готов. Берем весла и погребли. Вот с этого места мы сегодня стартуем. И выдвигаемся вдаль. Куда? Там нас ждет, надеюсь, незабываемая рыбалка. Продукты питания на 4 дня. Грузимся потихонечку. Ну что, ребята, мы прибыли на место. Наш домик вот за этими деревьями на воде стоит. Это беседочка, там же костровище. И здесь сразу дикий лес. Легкую разведку проведем на предмет наличия медведей, волков или лосей.
ландыши. Так-то вообще грибы не поискать. Вот это ель. Так ель. Вот. Молодой прирост пошел. Видите? Вот эта вот кисточка, это молодой прирост Нового года. И вот сюда идем. И раз. А тут земляничка цветет. Разведка местности показала нам вот такую вот берложку. Это дерево упало, корень. Вот сейчас надо вот туда вот забраться. Возможно, будет связь. Потому что связи в лагере нет. Грибов пока тоже не обнаружили. Мы забрались на эту кручу. Место обалденное. Посмотрите на этот вид. Просто все как на ладони. Вот там за мыском наш лагерь, наш домик. Мы, значит, ловим фидер. Мы ловим донка на живца. Мы ловим на спиннинг. И посмотрим, что у нас из этого получится. Хотя, конечно, вода прозрачная, холодная, еще уровень не до конца упал. Поэтому, ну, до нас ребята не очень успешно, скажем так, ловили. Но мы знаем, что мы делаем. И я обещаю, мы поймаем рыбу. Это наша прибрежная часть и переход на домик. Опа, два рыбака прорываются. Раз, два. Мы пошли за рыбой. Да, они уже за рыбой пошли. Здесь у нас баня. Ну, пока мы сюда все рыболовное сложили. Вот, значит, здесь такая вот комната. Буржуйка, кирпичики, чтобы тепло держало подольше. Дрова. Ну, посмотрим, лето, может, не будем топить. Кухонка. Газовый баллон есть. Вода из озера идет. Ну и, конечно, вид. Вот такой вот вид из окна. Что еще нужно? Я вам скажу, нужно еще поймать рыбу. Итак, ребята, даже перед разведкой у нас очень долгий процесс один есть. Это прикормка. Фидерная прикормка будет делаться отдельно, но нам необходимо приманить в этой акватории, где нет абсолютно никакой конкуренции среди рыбаков, рыбу к нам. А что для этого нужно? Ячмень, дробленый ячмень, пшено, кукурузная крупа и горох. Горох будет дольше всех этих круп готовиться, поэтому мы горох вскрываем. В отдельную кастрюльку. Здесь мы его приварим чуть-чуть. У нас будет все отлично. Сюда мы берем таз. Хорошо в бане был таз. Мы отправляем все, что у нас есть. Кипятим водичку, запариваем. И таким образом у нас будет мега прикормка. Спустя там каких-то пару часиков после того, как крупа распарится, разбухнет. Ну что, мы обустроились в лагере. Все лежит на своих местах, все готово. Время перекусить и отправиться на разведку. Поедем с эхолотом, с дипером. По телефону посмотрим рельеф дна, наличие возможной рыбы. Также пробьем перспективные точки для заброса фидером, на какую дистанцию бить лучше всего. Ну и посмотрим, что из этого получится. Но сначала перекус. Это копченые ребрышки с колбаской. Сейчас быстренько обжарим, перекусим и поедем. Каждому по 2 кусочка колбаски. Голодающий по Волжье. Мясо. Мясо. Вот она сейчас липнет и сразу же очень быстро рассыпается. То есть чувствуется, что она влажная, да? Но при этом нет такого, что она прям очень-очень влажная. Она еще не доувлажнена. Вот я вот чувствую, что не доувлажнена. Я когда сжимаю, она должна превращаться в комок. При нажатии она должна крошиться. Но сейчас она вообще практически сразу крошится. Она должна чуть под давлением крошиться. Далее еще воды.
Можно и руками перемешивать. Мы раньше руками мешали. Вот, теперь пробую. Да, влага есть, но она еще так вот клеится. У нас здесь глубина 4 метра. Нам важно, чтобы этот комочек совсем немного пыля, то есть от него будет чуть-чуть отлетать, дошел до дна, на дне лег и постепенно рассыпался. Первым делом, правильно, садок, потому что ищи будут здесь зачетные. А может и еще что-то другое. Выставились по фидеру, закормились жестко. Холотом пробили в тех местах, где рыба была. Идет такой прям свальчик. И потом плата где-то на примерно 4 метрах. 3,74. Ни одной поклевки. Связи нет. По-моему, придется делать ставку на спиннинг. Но ночью мы не спали. Сейчас уже 8 час вечера следующего дня. Поэтому нам необходимо подкрепиться. И сегодня у нас на троих картошка жареная с мясом и луком. Это блюдо голодного рыбака. Картошка, мясо, лук. И на жире в конце яйцо. Мы выехали на катере ловить рыбу. На фидер не клюет, будем брать на спиннинг. Все у нас получится. Матерые рыбаки в поисках удачи. А то. Вот так вот у нас тут красиво. Мясо кончилось. Отловили с утра на спиннинг. Сейчас хочется перекусить. Пошли в ход копчености. Сегодня готовим на плите, потому что нужно быстро закинуться едой на рыбалку, душить рыбу. Рыба нас ждет. Научил сына ходить на лодке, на веслах. И уже нормально все начинает загребать. Идет ровно. В спасательном жилете все как положено. Идем на разведку. Красота неописуемая. Скалы. Глубины большие. Нам нужно поймать судака, либо сига. Ну что ж, задача поставлена, будем искать. Поехали.
Новый день начинается. Сегодня идем в открытую Ладогу ловить рыбу. Завтрак туриста готовится. Туристы ленятся. Сегодня ждем катер. Вот-вот подойдет. И идем в открытую Ладогу ловить рыбу. За 1,5 дня упорного лова вообще ничего не поймалось. Фидером закормили, перекидали 2 ведра прикормки в точку лова. Вообще одна плотва за 2 дня. Вчера спиннингом ходили, кидали, ну только вот егерь 2 окушка поймал, меньше ладони размером. Как бы не так я себе пока рыбалку в Карелии представлял. Ну, посмотрим, что сегодня получится. Здесь настолько дикие места, что связи совсем нету. Нужно карабкаться либо вон туда на гору, либо выезжать из этого Усынка на большую воду. Чаще всего выбирается второй вариант. Николай поехал звонить нашему егерю, узнавать, где он, потому что сейчас 7:15, а его нет, он в 7 должен был приехать. Ну вот у нас и сломался двигатель. Теперь мы передвигаемся только на веслах. Это была шутка. Николай паркуется. Швартовые отдать. Нашли 16-метровую яму. Вчера закормились. Поставили якорь, с бутылочку привязали, чтобы точку не потерять. Накидали туда прикормки. И сейчас ловим на поплавок. Впервые ловим с глубины 16 метров на поплавок. Что только не сделаешь, когда не клюет. Да, Сань? Да. Шел 3-й день на рыбалке. К нам прилетели мухи. Поэтому сегодня, наверное, уже пора будет истопить баньку да помыться. Вон мух. Там уже зеленые мухи, они редко ошибаются. Вот еще один классный домик. Мы приехали, нам показывает хозяин. Просто живописно все. Домик чистенький. Все приспособлено под нормальный быт на природе. А вон вода, вот. Я говорю, что бани нету. Это у нас баня. Такая вот красота. Отходим от домика. В поисках рыбы идем. Ну, продолжаем мы нашу съемочку. Теперь мы пошли на троллинг. Вершиночка отрабатывает. Вот такие вот у нас красивые места. Поставили 2 палочки на всех воблерочки. Заглубление 3-5 метров. Пошли байдарочки красивые. А это база. Привет, привет! Вот это я понимаю платформа. Подход.ру. Заходите, подписывайтесь. Ставим лайки. Такой пляж. Красивый, большой,
С песочком, с нудистами. с островочком, с нудистами и Но пофигистами. где главный нудист этих островов мы уже нашли. Да. Он еще и главный рыбак, оказывается. Дышишь? Да. Я говорю, так ты дышишь уже воздухом, ты понимаешь, говорю, что ты дышишь уже с баллона. Не, я дышу еще с улицы. Какой с улицы? У тебя по уши вода. Раз. И вот держу его так, она бур-бур-бур выныривает. Да, я дышу. Я клапана, ей щелк. И она на дно. Я себе щелк и тоже на дно за ней. Я говорю, все, я поняла. Я говорю, все, спокойно плывем, спокойно дышим. Полная лодка рыбы. В основном форели. Форель. Набрали. К сожалению, сегодня ловилась только форель. Да. Хотели судака и щуку, но Но что-то самое пошло главное, это. что тягали так быстро, просто одна за одной, что не успевали снимать. Ну, бывает такое, да. Мы в Карелии, на Ладоге, ловили 2,5 дня, все вымотались. Коротко о рыбалке в Карелии, о рыбалке в Карелии. Вот такая вот форель стоит 1446 рубля в магазине. Ни окунька, ни щучки, ни белой рыбы. Мы перекидали, 2 ведра прикормки в одну точку. Вообще ничего не подошло. Ничего не помогает, поэтому заказали, нам привезли офигенные форельки. Мы ее сейчас чистим, снимаем филе, жарим рыбу, варим уху. Битком котелок 4-литровый. Из этого всего мы сделаем ушицу. Рыбка готова к копчению. Процесс пошел. Сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. Ребята, а запах просто пушка. Едем до связи. Сейчас свяжемся с землей, передадим, что у нас все нормально. И начинается последний день на рыбалке в Карелии. Ничего не поймали вообще. Вот от мелочи, которую даже рыбой нельзя назвать. Купили семги, сварили уху, пожарили рыбу, закоптили. Попросили, тоже на связи зашли. Нам хозяин домика привез из магазина рыбу. Заезжали к одному знатному рыбаку, он сказал, что вода еще холодная, что надо подняться на 3-4 градуса. После этого будет более-менее нормальный клев. Поэтому приезжать надо позже, ближе к июлю. Тогда уже рыба пойдет. Как только пойдет ряпушка, вся остальная рыба тоже пойдет. Вот так. Вот мы и поехали в сторону дома.
Так, победителем, который правильно ответил в комментарии, какая рыба ловилась больше всего, это была рыба-карась. И становится победителем Илья Иванов. Пожалуйста, напиши мне ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ну, а по этой рыбалке нужно ответить, из какой рыбы мы сварили уху. Написать в комментарии, подписаться на канал и прожать лайк. Я выберу победителя, и он получит престоновскую поводочницу, самую новую, с 21 шпулькой, для того, чтобы поводки для фидерной рыбалки можно было зимой заготовить, потом пользоваться на протяжении всего сезона. Всем удачи! Очень быстро я эту поводочницу разыграю, вас дальше ждет очень много призов.